«Папа под полом», — тихо сказала Лена, сжимая плюшевого медвежонка, и весь дежурный участок замер. Она не плакала и не кричала, просто сказала то, что знала. Утренний свет едва пробивался сквозь низкие облака над городком Ривердейл, штат Иллинойс. Шеф полиции Маркус Рейнольдс, мужчина с усталыми глазами и сединой на висках, вошел в свой офис на втором этаже участка на улице Пайн-стрит. Его стол завален папками, пустыми стаканчиками и старыми газетами, но на самом верху лежал новый отчет. Имя заявителя – Эмили Харрис. Пропал ее муж, Майкл Харрис, и следов не оставил. Но странность заключалась в том, что заявление принесла соседка, миссис Хелен Уайт, пожилая и обычно сдержанная женщина, которая никогда не вмешивалась в чужие дела. Вместе с ней пришла 5-летняя девочка Лена, дочь Эмили, крепко прижавшая к груди потертый плюшевый медвежонок. «Хелен настояла, чтобы вы выслушали ребенка», — сообщил молодой офицер Томас Бейкер. В допросной комнате с серыми стенами и пыльными жалюзи Маркус поставил коробку с карандашами и лист бумаги. Он присел на корточки, чтобы быть на уровне глаз Лены. «Как зовут твоего медвежонка?» — спросил он мягко. «Мистер Топс», — прошептала девочка. Затем она посмотрела на Хелен и тихо произнесла: «Папа под полом в гостиной, там, где новый ковер». Маркус ощутил холод по спине. Хелен побледнела. Девочка говорила спокойно, без страха, и ее слова оказались точными. Через час Эмили Харрис была доставлена в участок. Она выглядела раздраженной и усталой в серой толстовке и джинсах, но не казалась напуганной исчезновением мужа. Она заявила, что Майкл – фотограф и часто пропадает на несколько дней без предупреждения. Когда Маркус упомянул о шуме и странных работах в гостиной, Эмили растерялась. Поздно ночью она меняла ковер и доски, чтобы дочь не дышала пылью. «Но моя дочь говорит, что папа под полом», — мягко, но твердо сказал Маркус. Эмили отмахнулась. Ребенок придумывает. Однако криминалисты нашли свежий запах краски и плинтусов, а под новым ковром доски с другими оттенками. Сняв их, они обнаружили свернутый мешок с телом Майкла Харриса. Следы на молотке и кровь совпадали с ДНК жертвы. Показания Лены оказались ключевыми. Она рассказывала все последовательно, где доски скрипят, где тело спрятано. Соседи подтвердили, что Эмили не отвозила дочь к подруге той ночью. Показания и материальные доказательства складывались в единый пазл. В полиции был допрос друзей и знакомых Эмили. Питер Вуд, владелец автосервиса и давний знакомый, признался, что Эмили жаловалась на мужа, угрожавшего забрать дочь, и мечтала о его исчезновении, но он не воспринимал ее слова всерьез. В суде прокурор ясно изложила обвинения: убийство, сокрытие тела и давление на ребенка. Адвокат пытался смягчить вердикт, но доказательства, видеозапись и мотив говорили сами за себя. Эмили осталась под стражей, а Лена начала терапию с психологом, постепенно находя чувство безопасности и доверия. Через несколько месяцев девочка, теперь 7-летняя, рисовала отца, улыбающегося с облака, и медвежонка рядом. Психолог отметила: правда, услышанная даже через детский голос, помогает исцелению. Маркус, закрывая дело, прикрепил рисунок к папке. Папа под полом, но теперь он в сердце дочери. Иногда самый тихий голос оказывается сильнее любых доказательств.